Если врач сказал вам, что яичники уснули, и вам нет еще и 40, он либо ошибается, либо не договаривает. Яичники не спят. Они временно перестают работать, то есть снижается их функция. И есть разница, от которой зависит, вернутся они к работе или не вернутся. Вы здесь, скорее всего, потому что услышали одну из этих фраз. Преждевременная недостаточность яичников, раннее истощение, сниженный авариальный резерв, синдром истощения яичников и прочее. Ранний климакс. Названия разные. Гинекологи произносят их по-разному, но смысл один. Яичники перестали делать то, что должны. И сразу после этих слов паника, потому что вам нет 55, вам может быть 37, 38 или 42, или вообще многим нет еще и 45 лет. У вас еще есть планы, может быть, вы еще не родили, может быть, хотите второго ребенка, и вдруг низкий АМГ, высокий ФСГ, и гинеколог уже тянется за рецептом на гормоны. А я хочу сказать вам сразу, вы не опоздали. Но то, что вам предложат дальше, в 9 из 10 случаев, это не решение, это пауза. И я объясню почему. Смотрите, как это работает. Гинеколог по анализам и УЗИ видит низкий резерв и назначает гормональные таблетки. Логика простая. Пусть яичники отдохнут. Звучит разумно, только это миф. Яичники не отдыхают на гормонах. Они продолжают молчать еще сильнее. Просто работают синтетические гормоны извне, а не ваш собственный организм. Вы видите простое кровотечение на таблетках. Это все равно, что как выключить двигатель машины и подключить внешний аккумулятор. Машина вроде и едет, но двигатель не работает, не восстанавливается, а аккумулятор разряжается еще больше. Вот что важно. Если у вас нет серьезной органической причины патологии, не было никаких операций на яичниках, химиотерапии, нет врожденной генетической аномалии, то раннее истощение почти всегда говорит не о том, что орган сломан. Он говорит о том, что организм и нервная система находятся или находились долгое время в режиме выживания. А в режиме выживания репродукция – это последнее, на что у тела, организма остаются ресурсы. Ко мне на консультацию как-то пришла женщина, 39 лет, 2 анализа подряд показывают критически низкий АМГ. Гинеколог уже произнес слово «менопауза». Она в панике, потому что хотела второго ребенка. Мы начали разговор не с яичников. Мы начали с того, что происходило в ее жизни последние 2 года. Развод, переезд, смерть, работа на износ, потому что нужно было содержать ребенка одной. Спала по 5 часов, смерть мамы. Тело физически жило в режиме тревоги каждый день. Я не обещал ей, что цикл вернется за месяц. Я говорю это честно. Гарантий в медицине, тем более в таких состояниях, никто не дает. Но мы начали работу системно, с телом, с тем, что происходит у нее внутри. Через несколько месяцев показатели изменились. Не у всех так быстро и не у всех так выражено бывает, но возможность есть. И это главное, что я хочу, чтобы вы услышали. Возможно, вам говорили, тело – это одно, голова – это другое. Это неправда. В моей практике за 25 лет я вижу это каждый день. Хронический стресс – это не метафора. Это конкретная биохимия. Гормоны стресса напрямую подавляют работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, сложной системы, которая управляет вашим циклом. Тело в стрессе получает простой сигнал. Сейчас не время для размножения. И начинает экономить ресурсы, включая то, что считает не первоочередным для выживания организма. Я, как остеопат, вижу не только в анализах, но и руками. Хроническое напряжение почти всегда оседает в конкретных зонах. Диафрагма, поясница, крестец, тазовое дно. Это не образное выражение. Это то, что я нахожу на приеме у женщин с такими диагнозами почти всегда. Или вообще всегда. Тело годами держит эмоцию, которую человек не дал себе прожить. И эта зажатость в области таза напрямую влияет на кровообращение органов малого таза, на работу той самой репродуктивной системы, про которую мы сейчас говорим.
Поэтому, когда я работаю с пациенткой, я смотрю не только на гормоны на бумаге. Я смотрю на тело целиком, на дыхание, на то, как двигается диафрагма, на состояние тазового дна, крестца, мягких тканей. Иногда именно остеопатическая работа с этими зонами становится тем недостающим элементом, который запускает изменения там, где не справляются таблетки. За многолетнюю практику я вижу одни и те же четыре вещи, которые повторяются у женщин с этим диагнозом. Первое. Хронический стресс. То самое, о котором я уже сказал. Второе. Непрожитые эмоции. Обида, гнев, страх, которые человек не дает почувствовать себе до конца, а просто убрал внутрь, скрыл. Тело не забывает. Оно держит это годами и рано или поздно замирает. Третье – это то, что я называю детородной лихорадкой, когда желание забеременеть становится настолько навязчивым, что оно само превращается в источник стресса. Это парадокс. Чем сильнее вы хотите, тем больше тело воспринимает это как угрозу, а не как естественный процесс, и буквально блокирует то, чего вы так долго добиваетесь. И четвертое – женщина. И четвертое – это отношение к себе, когда женщина годами не позволяет себе отдых, заботу, любовь к себе. Тело считывает это как сигнал «я не важна». И в какой-то момент репродуктивная система отвечает тем же. Если вы узнали себя хотя бы в одном из этих пунктов, это не диагноз, это не приговор, это просто направление, куда смотреть дальше. И хорошая новость в том, что работать можно сразу на двух уровнях – и с телом, и с тем, что внутри. На уровне тела это дыхание, это первое. И это не общие слова. Спокойное диафрагмальное дыхание напрямую снижает уровень гормонов стресса, снимает напряжение в области таза. Несколько минут в день. Несколько минут. Это реально работает, потому что я вижу это на практике постоянно. Второе – это мягкое, ненасильственное движение, неизнуряющий спорт. То, что снимает застой в малом тазу. Ходьба, а лучше легкий бег, плавание, мягкая йога. Это улучшает кровообращение именно в той зоне, которая нас интересует больше всего. Третье – это та самая телесная работа, остеопатия, о которой я говорил. Снятие хронического напряжения с диафрагмы, с поясницы, с тазовой диафрагмы, тазового дна. Это не альтернатива классической медицине, это дополнение к ней, которое часто многие упускают. Именно за этим женщины со всего мира приезжают ко мне на эти сеансы. Отдельно расскажу про питание, про фитотерапию, про гомеопатию, акупунктуру. Это вещи, которые я разбираю на консультациях и провожу лично на сеансах. Потому что подход здесь всегда индивидуальный. То, что подходит женщине в 28 лет, может быть, не совсем подходит той, которой 45. А теперь то, что происходит внутри. Это работа со стрессом, с эмоциями, с тем, как вы относитесь к себе. Первый шаг – это честный самоанализ. Спросите себя прямо сейчас, что в последний год меня держало в напряжении? Какую эмоцию я не позволяла себе прожить? И, может быть, самый неудобный вопрос. За что я до сих пор себя наказываю? Очень многие женщины носят чувство вины за прошлое, за аборт, за развод, за решение, которое сейчас кажется было неправильным. А я хочу сказать вам прямо, то решение, которое было лучшим из доступных вам в тот момент, при том уровне знаний и сил, которые были у вас тогда давно. Бесконечно винить себя – это не путь к здоровью. Это еще один источник того самого стресса, о котором я только что говорил. Второй шаг – это отказ от контроля будущего. Звучит просто, а делается сложно. Но именно постоянное, напряженное «я должна забеременеть именно сейчас, именно так» создает ту самую детородную лихорадку, о которой я говорил. Я понимаю, что за эти минуты невозможно дать вам полный план. Для этого нужна персональная работа. Потому что у каждой женщины разная история, разные анализы, разная биохимия и разное тело. Поэтому у меня для вас есть мастер-класс
где я подробно разбираю, как мягко повлиять на ФСГ и АМГ без агрессивного гормонального вмешательства, шаг за шагом, с конкретными практиками. Ссылка уже есть в описании под этим видео. Если вам важнее работа именно с телом, с эмоциональным напряжением в области таза, у меня есть медитация для восстановления яичников, которую можно начать слушать уже сегодня вечером. А если вы чувствуете, что в вашей ситуации нужен персональный разбор, я провожу очные приемы у себя в столице, в Минске. Ко мне приезжают женщины не только из Беларуси, из России, но и из многих других стран мира. Специально на консультацию личную и на сеанс. Если приехать пока для вас невозможно, я провожу полноценные онлайн-консультации по видеосвязи с вами из любой точки мира, с теми же персональными рекомендациями, что и на очном приеме. Ну, конечно, без работы руками, но все равно хорошо. Все это не вместо вашего врача-гинеколога, там кого-то еще, а в дополнение к нему. Я искренне за то, чтобы вы принимали решения, видя всю картину целиком. И, конечно же, я веду телеграм-канал, где разбираю подобные темы более подробнее. Ссылка тоже будет под этим видео. Если вы дослушали меня до этого момента, значит, эта тема вас по-настоящему задела. Я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь. Диагноз выписки – это не точка, это сигнал. Сигнал о том, что тело просит у вас внимания, а не молчания и таблеток. И у вас есть гораздо больше возможностей повлиять на этот процесс. Больше, чем вам, возможно, сказали в кабинете гинеколога за 7 минут приема. Я не обещаю вам чудес, но я видел достаточно женщин, которые начали с такого же страха, что и вы сейчас, и нашли свой путь к восстановлению. У вас тоже есть этот путь. Начните с малого прямо сейчас. Если это видео вам откликнулось, поставьте лайк. Это помогает другим женщинам найти его. Напишите в комментариях, какой из этих пунктов про вас в этом видео. И подписывайтесь. Впереди еще очень много важных тем. А я говорю вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, еще раз говорю, мне будет очень приятно. И как всегда, я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапегов.